Дело мертвого шкипера. Это случилось много лет назад. Все выглядело как обычное самоубийство. И дело едва не закрыли, но за сухими отчетами скрывалась куда более темная история. Официально подтвердили только способ смерти. Да, это самоубийство. Каким бы диким и странным оно ни казалось на первый взгляд. Пресса отделалась парой сухих строчек и туманными намеками. Реальную историю этой смерти публика так и не узнала. Я говорю о ранних профессиональных годах Хьюитта, вскоре после того, как он оставил контору господ Крэллон. Полиция тогда еще только присматривалась к Хьюитту. А те немногие, кто уже был знаком с его талантом, даже не догадывались о его ценности на самом деле. Однажды, ранним утром расследование по другому делу привело его в район, который теперь называют Лондоном за городской чертой. Туда входил и Уэст-Хэм, но тогда этот район еще не превратился в тот мрачный закопченный лабиринт, каким его знают сегодня. Никаких грязных трущоб там еще и в помине не было. Сплошные пустыри, сырые поля и редкие домики. Дело Хьюитта было связано с полицейским врачом округа, но, придя к нему, он узнал, что того уже вызвали к пациенту. Хьюитт пошел следом по направлению к дому больного и вскоре встретил врача, когда тот уже возвращался обратно после утреннего вызова. Минут через 5 сквозь сырой утренний туман проступили очертания домов. Особняк на углу сразу бросался в глаза. Огромный, богатый и какой-то вызывающе надменный. И тут боковая дверь с грохотом отлетела. На улицу выскочила девчонка в засаленном фартуке. Явно служанка. Бледная как сметана, со стеклянными от ужаса глазами, она неслась куда глаза глядят, не разбирая дороги. Почти сразу за ней из парадной двери появился полицейский и, заметив беглянку, крикнул Хьюитту и врачу, чтобы они ее остановили. Хьюитт перехватил девушку уверенно, но без грубости крепко взял ее за руки и спокойно повернул обратно к дому. «Тише. Бежать уже поздно, а молчать опасно. Что бы вы там ни увидели, вернитесь и расскажите все как есть. Так у вас будет больше шансов». Но девушка дрожала, всхлипывала и отвечала так бессвязно, будто увиденное выбило из нее все упрямство и прежнюю грубую уверенность. «Не надо, сэр, пустите. Я не пойду туда. Там такое. Господи, какой ужас. Я туда больше не вернусь». Это была крепкая, мрачная девушка с тяжелыми бровями и грубоватым лицом, на котором обычно трудно было представить слезы. Поэтому ее испуг, перекошенное лицо и внезапная беспомощность бросались в глаза сильнее, чем у любой более мягкой натуры. Что все это значит? Девушка попала в какую-то беду или здесь случилось нечто более серьезное? Врач задал этот вопрос, когда они вместе подошли к парадной двери, а полицейский почтительно коснулся рукой шлема. «На этот раз, сэр, это убийство. Я уже послал за инспектором и за вами тоже, как положено в таком деле. И, разумеется, я не мог позволить никому уйти из дома, пока не передам место инспектору. А ну, марш в дом и без глупостей. Скажу тебе прямо, девка, сбежать ты решила очень не вовремя, так что теперь не обижайся». Где тело? Мне нужно увидеть комнату сразу, пока здесь ничего не успели тронуть или испортить. На 2-м этаже, сэр, в комнате окнами на улицу, у него там спальня и гостиная. Говорят, бывший капитан. Горло полоснули жутко от уха до уха. Идемте, мистер Хьюитт, вам лучше подняться вместе со мной, потому что в трудном деле вы можете заметить то, что другие пропустят. Они вместе вошли в комнату, и, надо признать, зрелище было таким, от которого любая служанка могла бы броситься прочь. Между центральным столом и камином лежал полностью одетый мужчина, а комнату разгромили так, будто здесь искали не вещь, а саму тайну. Ящики были выдернуты и брошены на пол, сундуки раскрыты, вещи высыпаны, а бумаги разлетелись по комнате в беспорядке. На столе стояли бутылка и стакан, странно мирная деталь среди разгрома, крови и жизни, оборванной в один страшный миг. Чистой воды грабеж. Гляньте сами, карманы вывернуты наизнанку, их явно обшаривали в спешке сразу после удара. Часы с цепочкой сорваны с силой. Сама цепочка исчезла, а маленькое крепление осталось в петлице жилета.
Верно. Только я бы сказал иначе. Кто-то очень хотел, чтобы мы сразу подумали именно об ограблении. Хьюитт уже успел быстрым взглядом окинуть комнату, но теперь все его внимание привлекла печь, закрывающаяся металлической заслонкой. Он внимательно осмотрел ее, опустил верхнюю заслонку и затем придвинул дверь комнаты, словно хотел оградить место от лишнего движения воздуха. После этого он взял со стола перо и его мягким концом осторожно сдвинул обугленные остатки нескольких бумажных клочков. Эти хрупкие черные обрывки лежали поверх остывших углей, и Хьюитт перенес их на совок, стараясь не разрушить ни одного края. Затем он поставил совок на буфет, ближе к свету из окна, и принялся изучать обгоревшие фрагменты с необыкновенной тщательностью. Сделав несколько заметок в карманной книжке, он снял стеклянный колпак с украшения на каминной полке и накрыл им найденные обрывки. Здесь есть кое-что, что может пригодиться полиции, хотя пока я не стал бы придавать этому слишком громкого значения. На одном обрывке ничего различить нельзя, но другой, насколько я могу судить, прежде был банковским чеком. Врач уже закончил свой первый быстрый осмотр тела и поднялся на ноги с выражением мрачной профессиональной уверенности. Рана страшная, глубочайшая. Нападали сзади без вариантов. Бедняга сидел в кресле и, судя по всему, даже пикнуть не успел. Смерть наступила сразу, без всякого сомнения. Судя по телу, он мертв уже 7 или 8 часов. Постель, как видите, не тронута. Сам он этого сделать не мог. Это совершенно ясно. Нож либо унесли, либо спрятали где-то здесь. Но, кажется, прибыл инспектор. Инспектор прежде не встречал Хьюитта и потому взглянул на него с явным вопросом, пока врач не представил своего спутника. Когда врач назвал профессию Хьюитта, инспектор помолчал и заговорил с видом человека, который нехотя отступает от привычного правила. «Ладно, доктор, раз это ваш знакомый. Что ж, небольшая практика для вас, мистер Хьюитт». Да, пожалуй. Мне не довелось служить в полиции, так что с удовольствием поучусь у профессионалов. А возможно, и сам сумею быть вам полезен, если в этом деле найдется что-нибудь не совсем очевидное. Инспектора такая возможность, по-видимому, не слишком поразила, и он вышел на лестничную площадку, чтобы вызвать наверх констебля. С ним пришел еще один полицейский, и этот человек сразу занял место у двери, не позволяя никому входить или выходить. Тем временем, хотя окрестность была малолюдной, снаружи уже начали собираться мальчишки, привлеченные слухом о беде. Рассказ полицейского оказался простым и последовательным, как часто бывает в начале дела, пока подробности еще не успели запутать картину. Я шел своим обычным обходом, сэр, когда меня остановили 3 женщины у дома миссис Бекл. Полицейский говорил быстро, но без паники. Видно было, что он уже успел мысленно разложить случившееся по служебным полкам. Они приставили легкую лестницу к подоконнику этой комнаты и сказали, что с жильцом, по их мнению, случилось что-то неладное. Они стучали и звали его, но он не отвечал. Дверь была заперта, поэтому они решили заглянуть через окно. Но когда лестницу уже поставили, ни одна из них не решилась подняться и посмотреть внутрь. Тогда они попросили меня сделать это. Я поднялся по лестнице, заглянул в окно и увидел то, что вы все теперь видите в комнате. Женщины подняли крик, я зашел в дом, выбил дверь и нашел его. Труп был уже холодным. Я тут же выставил их и предупредил, как положено по инструкции. Любые показания будут занесены в протокол. Хозяйка дома, вдова, назвавшаяся миссис Бекл, сказала, что покойного звали Эйбл Пулин. По ее словам, он был капитаном торгового флота и снял эту комнату только в конце прошлой недели, вернувшись из плавания. Насколько ей известно, ни один посторонний не входил в дом после того, как она вечером в последний раз видела Пулина живым. Из жильцов после этого выходил только мистер Фостер, тоже моряк, прежде служивший помощником капитана, но теперь оставшийся без судна. Он ушел примерно за час до того, как нашли тело. Ушел ни свет ни заря, и, что подозрительно, даже не притронулся к завтраку. Это все, что миссис Бекл смогла сказать. Кроме нее, в доме были только служанка и мисс Уокер, школьная учительница.
Обе уверяют, что ничего не слышали. Но эта Уокер, учительница, прямо-таки умоляла отпустить ее на уроки. Естественно, я не позволил до вашего приезда. Инспектор слушал молча, слегка прищурившись. Простая картина начинала складываться слишком уж удобно. Хорошо. А теперь скажите точно, дверь действительно была заперта? Да, сэр. Заперта крепко, без всякого сомнения. Ключ был в замке? Нет, сэр, никакого ключа я там не видел. Окно было закрыто, именно так, как оно закрыто сейчас. Да, сэр. В комнате ничего не трогали с тех пор, как я вошел. Инспектор подошел к окну и открыл его, словно желая сразу проверить, мог ли убийца воспользоваться этим путем. Это было створчатое окно в деревянной раме, запиравшееся обычной боковой защелкой с тяжелой дугообразной ручкой. Инспектор лишь бегло выглянул наружу, а затем небрежно качнул створку обратно на петлях и уже собирался отвернуться. Но защелка ходила так свободно, что ручка сама опустилась, и металлический язычок глухо ударил по оконной раме. Хьюитт заметил это, бросил короткий взгляд на подоконник и затем закрыл створку уже как следует, без прежней небрежности. Инспектор быстро осмотрел одежду на теле, проверяя карманы и складки, где могли остаться деньги, бумаги или следы борьбы. Странная история с этим ключом. Дверь была крепко заперта, а внутри комнаты ключа нигде не видно. Значит, выходит, что дверь, скорее всего, заперли снаружи. И это уже придает делу совсем другой вид. Возможно. Но не исключено, что к этому замку подходят и другие ключи с той же лестничной площадки. В домах такого рода это встречается довольно часто, особенно если замки ставили давно и без особой разборчивости. Верно, такое бывает. Сейчас проверим. Инспектор произнес это с легким превосходством, словно принял мысль Хьюитта, но все еще считал ее ученической догадкой. Они пересекли лестничную площадку и подошли к ближайшей двери, возле замочной, скважины которой блестела маленькая круглая латунная накладка. Накладка выглядела новой, и потому сразу стало ясно, что обычный старый ключ к этой двери уже не подойдет. Замок еле. Этот нам не подойдет. Затем они подошли к третьей двери, которая стояла приоткрытой, будто ее хозяин ушел слишком поспешно, чтобы запереть комнату. Похоже, это комната мистера Фостера, а вот и ключ, оставленный с внутренней стороны. Они взяли ключ, перенесли его через площадку и попробовали в замке комнаты капитана Пуллина. Ключ вошел легко и повернулся совершенно точно, словно принадлежал не соседней двери, а именно этому замку. Ого, посмотрите-ка на это. Хьюитт задумчиво кивнул, но в тот же миг почувствовал, что у него за спиной кто-то стоит. Кто-то подошел почти бесшумно. Обернувшись, Хьюитт увидел маленькую манерную женщину с поджатыми губами и высокомерным выражением лица. Она не обратила на Хьюитта никакого внимания, словно его вовсе не существовало, и сразу заговорила с инспектором. «Я бы хотела знать, сколько еще меня будут здесь держать. У меня вообще-то уроки, и дети ждут. Занятия в моей школе начались уже 45 минут назад. Я решительно не понимаю, на каком основании меня удерживают здесь». Крайне сожалею, мэм, но вы должны понимать, это вопрос служебного долга, и у нас нет ни малейшего желания причинять вам неудобства. Возможно, мы скоро сможем вас отпустить, а пока, быть может, вы немного поможете нам прояснить обстоятельства. Вы не обязаны отвечать, но если вам есть что добавить, мы занесем это в протокол. Ночью вы не слышали никакого необычного шума, криков, падения, шагов или чего-нибудь, что могло бы показаться странным. Мисс Уокер выпрямилась еще сильнее, словно каждый вопрос инспектора был не просьбой помочь, а личным оскорблением. Ничего подобного. В 10 часов я удалилась к себе и вскоре после этого уже спала. Я понятия не имею, что за кошмар тут стрясся, и я съеду отсюда в ту же секунду, как найду повозку для вещей. У вас была возможность наблюдать за мистером Пуллином, его манеры, привычки, знакомства, обычный распорядок.
Конечно, нет. Я почти не видела его и, признаться, совершенно не стремилась к такому знакомству. Однако слышать его мне, увы, приходилось регулярно, и выражения, которые этот человек позволял себе отпускать, совершенно недопустимы в приличном обществе. Этот человек держал в страхе весь дом, а его пьяные выходки переходили все границы. Он вообще просыхал когда-нибудь. Я уже сказала миссис Беккл, что если его пребывание здесь продолжится, то мое, безусловно, должно будет прекратиться. Я намеренно избегала его, насколько это было возможно, и потому ничего существенного о нем сообщить не могу. Она сказала это сухо и резко, но в ее голосе все же мелькнуло нечто похожее на давний страх перед мертвым капитаном. Вы знаете, как он попал именно в этот дом? Был ли он прежде знаком с миссис Беккл или с кем-нибудь из жильцов? Этого я тоже не могу сказать, но, насколько я понимаю, миссис Беккл знала о нем довольно много. Иногда мне даже казалось, что между ними существует какая-то странная связь, хотя объяснить ее я, разумеется, совершенно не берусь. Во всяком случае, я не понимаю, как хозяйка могла терпеть у себя такого беспокойного и неприятного жильца. Мистера Фостера вы, конечно, видели немного чаще. Да, разумеется, он жил здесь гораздо дольше, и с ним, по крайней мере, было несколько легче уживаться. Конечно, он тоже не всегда бывал трезв, но все же был куда терпимее капитана Пулина. Насколько я могла судить, эти двое вовсе не питали друг другу теплых чувств. При этих словах инспектор сразу насторожился, словно, наконец, услышал в сухих жалобах учительницы нечто действительно полезное. Не питали теплых чувств, говорите. А почему, мэм, между ними случалась ссора или была какая-то давняя причина? Право, я точно не знаю. Мне кажется, мистер Фостер хотел занять у него деньги или что-то в этом роде. Он говорил, что у капитана Пулина денег достаточно, и будто бы тот однажды нарочно погубил какое-то судно. Было ли это сказано всерьез, я, конечно, не знаю. Подобные разговоры я старалась не поощрять. Хьюитт пристально взглянул на нее, словно в этом небрежном замечании услышал отзвук чего-то более значительного. Вы когда-нибудь слышали, чтобы его называли капитаном Пулином с Эгрета? Нет, название какого-либо судна я никогда не слышала. Остается только одна вещь, мисс Уокер, на которой, я боюсь, должен настоять перед вашим уходом. Это простая формальность, разумеется, но я должен попросить вас позволить мне осмотреть вашу комнату. Я ничего не потревожу и не стану задерживаться дольше, чем это действительно необходимо. Мисс Уокер резко вскинула голову, будто само требование осмотреть ее комнату глубоко оскорбило ее достоинство. Очень хорошо. Если вы считаете это необходимым, вот моя комната. Она повернулась к двери с замком еля, достала ключ и распахнула дверь с холодной, почти вызывающей покорностью. Инспектор вошел внутрь и окинул комнату самым поверхностным взглядом, явно не ожидая найти там ничего существенного. Этого достаточно, спасибо. Извините за задержку. Мисс Уокер, вы свободны. Надеюсь, вы не собираетесь совсем покинуть дом уже сегодня. Нет, боюсь, сегодня это невозможно. Всего доброго. Когда она исчезла внизу у лестницы, инспектор негромко заметил с шутливым оттенком, явно считая разговор оконченным. О ней можно не беспокоиться. У этой дамы, сдается мне, духу не хватит даже цыпленку шею свернуть. Но в ту же минуту мисс Уокер появилась снова и потянулась за зонтом из тяжелой высокой дубовой подставки. Спицы зонта застряли между подставкой и стеной, и мисс Уокер спокойно подняла подставку одной рукой. Другой рукой она освободила зонт, как будто эта тяжелая вещь не представляла для нее ни малейшего затруднения. А дама-то оказывается куда крепче, чем хочет казаться. На лестничную площадку вышел врач, уже закончивший осмотр комнаты и тела. Я сейчас отправлю за людьми из морга. Здесь я увидел все, что мне было необходимо увидеть. Вы уже говорили с хозяйкой дома? Нет, думаю, она внизу. Они спустились и нашли миссис Беккл в задней комнате, где она сидела в сильном волнении. Однако
Эта женщина вовсе не принадлежала к числу тех, кого легко представить совершенно разбитыми от одного только потрясения. Перед нами предстала женщина худая, костлявая и словно вся иссушенная годами отчаянной борьбы с нуждой. В ее поджатых губах и резких жестах читалась та суровая ожесточенность, какая появляется у людей, привыкших рассчитывать исключительно на собственные силы. Сначала она говорила очень мало, будто каждое слово приходилось вытаскивать из нее почти силой. Капитан Пулин уже останавливался у меня прежде. Вчера вечером он все время был дома. Около 11:30 он ушел к себе, а минут через 15 и остальные разошлись по комнатам. Дом был заперт на ночь, как обычно. Передняя дверь была задвинута на засовы и закрыта на все запоры. Утром ее нашли в том же состоянии. Посторонних людей в доме не было уже несколько дней. До того, как обнаружили тело, из дома выходил только мистер Фостер, и ушел он, когда поднялась одна служанка. Это было необычно, потому что обычно он завтракал в доме, а в тот день ушел раньше и без завтрака. Девчонка просто сунула нос в комнату из любопытства, когда дверь выбили, вот и перепугалась насмерть. Увиденное привело ее в такой ужас, что она выбежала из дома, почти не понимая, что делает. Вообще-то она всегда была работящей девушкой, хотя характер у нее мрачный и привычки довольно угрюмые. Миссис Бэкл замолчала и крепко сжала пальцы на коленях. Казалось, она рассказала только то, что обязана была рассказать, но далеко не все, что знала. Инспектор стал подробнее расспрашивать о мистере Фостере, и после некоторого сопротивления миссис Бэкл все же высказала свое мнение. Думаю, он был в очень большой нужде. Денег у него, по-моему, почти совсем не оставалось. Некоторое время назад он потерял свое место на судне из-за служебной небрежности и с тех пор не мог получить нового назначения. К тому же он не отличался трезвыми привычками, а это, конечно, не помогало ему найти новое место. Да, он задолжал мне довольно значительную сумму за жилье, этого я отрицать не стану. Но в его сундуках достаточно одежды и морских инструментов, чтобы покрыть этот долг и даже больше. При этих словах Хьюитт чуть заметно поднял глаза. Именно такие уверенные мелочи в чужих рассказах он любил проверять прежде всего. Все это время Хьюитт внимательно следил за лицом миссис Бэкл, словно искал не ответ, а тень ответа. И вдруг он задал вопрос с такой подчеркнутой точностью, что хозяйка невольно вздрогнула. Как давно вы знаете мистера Пулина? Миссис Бэкл запнулась и встретила неподвижный взгляд Хьюитта быстрым, подозрительным взглядом. О, я знала его. Время от времени. Уже довольно давно. Через брак, разумеется. Жесткий взгляд Хьюитта по-прежнему был прикован к ней, и теперь миссис Бэкл уже не могла уклониться от ответа. Она посмотрела на него, затем на инспектора, снова на Хьюитта, и уголки ее рта нервно дрогнули. Потом она опустилась на стул, подперла голову рукой и заговорила с усталой, почти обреченной покорностью. Что ж, видно, мне придется сказать это вслух, хотя до сих пор я держала все при себе. Он был мужем моей сестры. Вы имеете полное право молчать, миссис Бэкл. Но чем больше сведений вы дадите, тем выше будет шанс найти человека, убившего мужа вашей сестры. Что ж, я не против говорить. День, когда он женился на моей сестре, был для нее несчастным днем. Он же ее со свету сжил, не за один день, чтобы под петлю не угодить, а медленно морил голодом, держал в нищете и издевался без конца. Я ненавидела этого человека, всем сердцем, всей душой ненавидела. На мгновение ее лицо стало почти страшным. Не от злобы только, а от боли, копившейся слишком много лет. Последние слова вырвались у нее с внезапной вспышкой ярости, но уже через мгновение она усилием воли подавила этот порыв. И все же вы позволяли ему останавливаться в вашем доме, несмотря на такую ненависть и все, что между вами было. Ах, я и сама не знаю. Я боялась его, а он являлся, когда хотел, и почти захватывал весь дом. Да попробуйте выставить такого. Наглый, вечно пьяный, бесстыжий. Из-за его фокусов от меня один за другим нормальные жильцы сбегали.
Разве этого мало, чтобы довести человека до отчаяния? После такого человек может дойти до чего угодно. Она снова вспыхнула, но почти сразу взяла себя в руки, и Хьюит с инспектором обменялись быстрыми взглядами. Позвольте уточнить. Насколько я помню, он был капитаном парусного судна «Эгрет», не так ли? Это то самое судно, которое погибло в Тихом океане год или немного больше назад. Да, все верно. Он действительно командовал Эгретом, и судно погибло именно там. Если я правильно помню историю крушения, спаслись только он и один местный матрос, юноша-канак с Тихоокеанских островов. Да, спаслись только эти двое. Но в Англию, насколько я знаю, вернулся один лишь Пулин. Именно так. И, кажется, ходили слухи, будто он все же не оказался в полном убытке после той катастрофы. Я говорю только о слухах, разумеется. Они могли быть пустой болтовней и не иметь под собой никакой правды. Да, я все это знаю. Говорили, будто судно погубили нарочно ради страховой выплаты. Но это неправда, иначе зачем страховщики стали бы платить? К тому же я кое-что знала лично. Этого просто не могло быть. Эйбл Пулин был безрассудным мерзавцем, я это знаю лучше других. Но если бы он пошел на такую подлость, то уж наверняка позаботился бы, чтобы ему хорошо заплатили. Да, понимаю. И все же ходили разговоры, будто какую-то выгоду из той катастрофы он все-таки должен был получить. Нет, ничего подобного. Как только он вернулся домой, он, как обычно, явился ко мне. Пока ему не дали новый корабль, у него за душой ни гроша не было. Мне пришлось кормить его за свой счет, уж я-то знаю. От безденежья он почти все время оставался трезвым, и это само по себе многое говорит о его положении. Если бы все эти разговоры были правдой, разве он стал бы сидеть без денег и молчать? Да он бы душу вытряс из судовладельцев, своих подельников. Живьем бы с них не слез, пока не дали бы новый корабль. Нет, это был не он. Я слишком хорошо знала Эйбела Пулина, чтобы поверить в такую версию. В комнате стало тише. Даже инспектор, уже привыкший к грубым признаниям, несколько секунд не перебивал ее. Понимаю. Значит, теперь он только что вернулся из следующего плавания после истории с Эгретом. Да, он вернулся на бриге Иоланта. Судно было меньше тех, к каким он привык, и принадлежало уже другим владельцам. На этот раз у него было много денег. Или он вернулся почти в таком же положении, как после прежнего плавания. Нет, больших денег у него не было. За границей он купил себе золотые часы с цепочкой. Еще у него было кольцо, несколько фунтов наличными и кое-какие инструменты, помимо одежды. Насколько я знаю, больше ничего ценного у него при себе не было. Что ж, теперь все это прибрали к рукам. Часы, цепочка, наличные, убийца выгреб все дочисто. А у вас самой ничего не пропало, миссис Бекл? Ни денег, ни вещей, ни чего-нибудь из хозяйства? Нет, у меня ничего не пропало. По крайней мере, я не заметила ни одной недостающей вещи. А у других жильцов, насколько вам известно, тоже ничего не исчезло после этой ночи? Нет, насколько я знаю. Ни мисс Уокер, ни мистер Фостер ни о какой пропаже не говорили. Очень хорошо, миссис Бекл. Теперь мы скажем пару слов служанке, а затем попросим вас пройти с нами по дому. Служанку звали Сара Тавс. После первого испуга она заметно оправилась, но теперь стала угрюмой, жесткой и почти вызывающе молчаливой. В ее лице снова появилась прежняя тяжелая замкнутость. И теперь она смотрела на всех почти с открытым упрямством. Вы сами сказали, не хочешь, не говори, вот я и буду молчать. Это было почти все, что от нее удалось добиться. Она повторяла эти слова снова и снова, будто заученную защитную фразу. Подумайте хорошенько, Сара. Мы спрашиваем не из любопытства. Человек убит, и каждое слово здесь может кому-то помочь. А мне плевать. Имею право молчать и буду, хоть залейтесь своими вопросами. Лишь однажды, когда разговор коснулся Фостера, ее мрачное молчание внезапно прорвалось резкой и сердитой вспышкой. Если вы ищете мистера Фостера, то не найдете его. Он джентльмен, вот кто он такой.
И я не собираюсь рассказывать вам про него ничего, что бы вы тут ни спрашивали. На этом она снова замкнулась, и дальнейшие вопросы не принесли ни нового слова, ни малейшего объяснения. После этого миссис Бэкл провела инспектора, врача и Хьюита по дому, чтобы они могли осмотреть комнаты и лестницу. На первом этаже и на ступенях все оказалось в полном порядке, без видимых следов борьбы, грязи или поспешного бегства. Выяснилось, однако, что лестницу успели подмести еще до того, как тело было обнаружено. Тем не менее, Хьюит и инспектор осмотрели ступени очень внимательно, словно надеялись найти то, что метла не уничтожила. Верхний этаж состоял всего из 2 небольших комнат, которыми пользовались сама миссис Бэкл и служанка Сара Таффс. Там ничего не пропало, и в обеих комнатах все находилось в обычном порядке, без признаков поспешного обыска. Средний этаж включал комнату убитого, комнату мисс Уокер и комнату Фостера, к которой теперь и направились осматривающие. Комнату мисс Уокер они уже видели, поэтому теперь инспектор открыл дверь Фостера, все еще оставшуюся незапертой. Комната Фостера сразу выдавала привычки человека, давно махнувшего рукой и на порядок, и на собственное достоинство. Постельное белье валялось на полу, как попало, рядом лежал опрокинутый стул, а все вокруг дышало бедностью и беспорядком. Вещи были разбросаны без всякой системы, но этот беспорядок казался скорее давним и привычным, чем следом внезапной борьбы. Хьюит медленно оглядел комнату, задерживаясь взглядом на стенах, стульях и пустых местах, где обычно висит одежда. Странно. Здесь почти не видно одежды. Хотя в комнате моряка, оставшегося без судна, ее следовало бы ожидать больше. По крайней мере, какие-то вещи должны были бы висеть на виду, если только он не ушел куда основательнее, чем кажется. Нет, в последнее время он стал держать всю одежду в своих ящиках. По крайней мере, он сам так говорил. Сколько у него ящиков? Только эти 2. Или где-нибудь в доме есть еще какие-то вещи Фостера? Нет, это все. Других ящиков или сундуков у него здесь нет, насколько мне известно. Инспектор наклонился и один за другим попробовал поднять крышки, но обе не поддались его руке. Оба заперты. Думаю, в таких обстоятельствах мы позволим себе немного заглянуть внутрь. Он достал связку ключей и стал терпеливо пробовать их один за другим, но ни один не подошел к замкам. Тогда Хьюит осторожно ощупал внутренность каждого замка спичкой, стараясь понять устройство и сопротивление механизма. Затем он вынул из кармана крючок для пуговиц и принялся за тонкую, почти ювелирную работу. Немного терпения, несколько едва заметных движений, и первый замок уступил, будто его открыли родным ключом. Следом таким же способом Хьюит повернул второй замок, после чего обе крышки были подняты. Миссис Бэкл невольно вскрикнула, а инспектор взглянул на нее уже не насмешливо, а с первым настоящим подозрением. В ящиках не оказалось ни одежды, ни инструментов, ни морских принадлежностей, которыми можно было бы покрыть долг за жилье. В обоих ящиках не было ничего, кроме кирпичей. Классика. Знакомый трюк. Так обычно делают такие жильцы, которые очень не любят платить по счетам. А вы, мастер, мистер Хьюит, шустро вы с замками управились, чисто работаете. Похвала прозвучала почти насмешливо, но в глазах инспектора уже мелькнуло уважение, которого раньше там не было. Но я точно знаю, что у него было много одежды. Я сама видела эти вещи и не один раз. Очень возможно, даже весьма возможно. Только теперь этой одежды здесь нет, и сам мистер Фостер исчез вместе с ней. Но Сара ведь не говорила, что у него были с собой какие-то узлы, когда он уходил утром. Нет, не говорила. Но она ведь и не сказала, что их при нем не было, верно? Она вообще не желает говорить о мистере Фостере и прямо заявляет, что не скажет о нем ничего. Даже если утром у него не было свертков, это еще ничего не доказывает и нисколько не меняет положение. Одежда пропала. Человек, задумавший убийство, явно вынес свой багаж заранее, без шума и пыли.
Инспектор говорил все увереннее. В его версии Фостер уже превращался не в подозреваемого, а почти в готового убийцу. При этих словах инспектор выразительно дернул большим пальцем в сторону комнаты убитого шкипера. Тогда после дела ему не пришлось бы возиться с багажом и рисковать, когда нужно уходить как можно скорее. По-моему, картина ясная. Наш мистер Фостер оказался той еще темной лошадкой. Во всяком случае, я бы очень не хотел сейчас оказаться на его месте. И я тоже, улики такого рода не из тех, от которых легко отделаться простым объяснением. Пойдемте, миссис Бекл. Вы не будете возражать, если пройдете с нами в переднюю комнату. Тело уже накрыто пледом, так что вам не придется видеть больше, чем действительно необходимо. Хозяйке явно не хотелось туда возвращаться, но через несколько мгновений она собралась силами и пошла за мужчинами. У двери она недоверчиво заглянула внутрь, бросила один быстрый взгляд туда, где лежало тело, и решительно отвернулась. Его часы с цепочкой исчезли, как и все прочее, что могло лежать у него в карманах. Кажется, вы говорили, что у него было кольцо. Да, одно кольцо, толстое, золотое, довольно заметное на руке. Значит, кольцо тоже исчезло. Здесь все перевернуто вверх дном, и, вероятно, украдены еще какие-нибудь вещи. Осмотритесь внимательно, миссис Бекл. Вы можете сказать, чего именно здесь не хватает? Да, кое-что я уже вижу, хотя мне трудно смотреть по сторонам в такой комнате. Она оглядывала помещение, но всякий раз старательно отводила глаза от накрытого пледом неподвижного холма возле камина. На каминной полке стоял секстант. Он принадлежал капитану Пулину, и теперь его там нет. Еще один или два прибора он держал вот в этом ящике, но ящик вывернут, и они тоже исчезли. Была еще маленькая модель судна, вырезанная из слоновой кости. Думаю, она стоила денег, и ее тоже нет. Насчет одежды я не уверена. Что-то могли украсть, а что-то, возможно, осталось, если только не унесли все. Она подошла к кровати и откинула покрывало, словно только теперь вспомнила еще одну деталь. Единственным следом оставалась та маленькая отметина на подоконнике, которую легко было бы вовсе не заметить. О, простыни с кровати тоже исчезли. Старая схема. Сгреб награбленное в простыню, связал узел и поминай, как звали. Больше ничего не пропало. Посмотрите еще раз. Особенно на мелочи, которые могли показаться вору ценными. Хозяйка еще раз обвела комнату сомневающимся взглядом и уже собиралась ответить отрицательно, но вдруг остановилась. Нет, кажется, больше ничего. Хотя, постойте, да, пропал дядюшкин крюк. Вот как. Значит, он прихватил дядюшкин крюк вместе со своим добром. И что это был за крюк? Денежной ценности он почти не имел, но я хранила его как семейную память. Брат моего деда, умерший много лет назад, тоже был морским капитаном и потерял левую кисть при несчастном случае. Вместо руки он носил крюк, который ему изготовили прямо на борту его судна. Это был железный крюк, венчанный в деревянную колодку, грубоватый, но крепкий и вполне пригодный для дела. Во время последней болезни он велел снять его и отдал мне на хранение до своего выздоровления. Но он так и не поправился, и с тех пор я хранила этот крюк у себя. Обычно он висел на гвозде сбоку от каминного выступа, а теперь, как видите, его там больше нет. Доктор, на теле не было никаких ран, которые могли бы быть нанесены таким крюком. Нет, ничего подобного. На теле нет никаких ран, кроме одного смертельного пореза. Так. Значит, план прежний. Первым делом ловим Фостера. Я сам этим займусь. Доктор, вы сказали, что уже послали за людьми из морга. Да, я распорядился. Думаю, они скоро прибудут и заберут тело. Хорошо. А вы, миссис Бекл, полагаю, не имеете особой причины сегодня отпускать служанку из дома? Я, конечно, могу удержать ее здесь, хотя, признаюсь, это будет для меня довольно неудобно. Вот и придержите ее, сделайте одолжение. Пока во всем не разберемся, девчонка должна быть под боком.
Я, разумеется, оставлю здесь пару людей и предупрежу их, чтобы девушку никуда не выпускали. После этого Хьюитт и врач спустились вниз вместе, оставив инспектора распоряжаться домом и полицейскими. У входной двери они остановились, и там, уже на пороге, Хьюитт заговорил о деле, которое привело его сюда утром. Завтра утром я снова зайду к вам по тому другому вопросу, о котором говорил прежде. Скажите, доктор, я застану вас дома, или мне придется искать вас где-нибудь по вызовам? Во всяком случае, мне смогут сказать, где я нахожусь. Если меня не будет дома, вас направят ко мне. Всего доброго, доктор. Он уже собирался уйти, но вдруг остановился, словно решил все же высказать мысль, которую до этого удерживал при себе. Я вам обязан за возможность осмотреть комнаты наверху. Не уверен, что именно сейчас держит в уме инспектор. Однако, думаю, все, что заметил я, должно быть достаточно ясно и ему, хотя он, естественно, осторожен при посторонних. Я и сам предпочел не говорить лишнего там, где каждое слово могло преждевременно попасть в чужие уши. Поэтому с моей стороны было бы, пожалуй, несколько самонадеянно давать советы, особенно когда инспектор выглядит вполне уверенным. Но если позже у вас появится случай тихо подсказать ему одну вещь, обратите его особое внимание на две детали. Первая – обгоревшая бумага, которую я вынул из камина. Вторая – пропавший железный крюк. Мне кажется, в этих двух обстоятельствах скрыто гораздо больше, чем может показаться при первом взгляде. Врач молча кивнул, но по его лицу было видно. Две эти мелочи пока казались ему слишком тонкими, чтобы выдержать тяжесть всего дела. Сегодня после полудня у меня, вероятно, будет час или два свободного времени. Я сделаю в городе несколько небольших справок на свой счет, не вмешиваясь пока прямо в полицейское расследование. Если из этого выйдет что-нибудь полезное, завтра, когда мы увидимся, я вам все сообщу. Хорошо, мистер Хьюитт, тогда я буду вас ожидать. До свидания. Хьюитт не пошел от дома прямо к железнодорожной станции, хотя именно туда, казалось бы, лежал его естественный путь. Сначала он несколько раз прошелся вдоль ряда домов, внимательно оглядывая их фасады, боковые проходы и ближайшие выходы. Затем он посмотрел вдоль каждой тропинки, уходившей от домов через окружавшие их болотистые поля. Лишь после этого Хьюитт выбрал тропу, ведущую к станции, и неторопливо двинулся по ней. Примерно через 100 ярдов тропинка подошла к глубокой грязной канаве, за которой тянулась высокая живая изгородь. Потом дорожка некоторое время шла вдоль этой канавы, прежде чем пересечь ее в более удобном месте. Хьюитт остановился и несколько мгновений смотрел на мутную воду, липкую грязь и траву у края, словно запоминая это место. Затем он пошел дальше уже заметно бодрее, как человек, нашедший не доказательства, но верное направление для следующего шага. Вечерние газеты того же дня наперебой писали о загадочном убийстве капитана торгового судна в Уэст-Хэме. А уже на следующее утро газеты сообщили, что по подозрению в связи с преступлением арестован Генри Фостер. Его называли моряком, недавно служившим помощником капитана на торговом судне, и теперь именно на нем сходились первые подозрения. На следующее утро Хьюитт явился в дом врача рано, словно не хотел терять ни одного часа нового дня. Врач оказался дома и принял его сразу, без ожидания, потому что вчерашнее дело явно еще занимало их обоих. Когда собственное поручение Хьюитта было закончено, он узнал подробности ареста Фостера. Представляете, этот умник после обеда сам вернулся назад. Пьяный в стельку, конечно, но какая поразительная наглость. Даже для пьяного человека такое возвращение кажется почти безрассудным, особенно если принять во внимание все обстоятельства. Любопытно и другое. Едва появившись, он сразу спросил Пулина и стал настаивать, что должен занять у него полсаверина. Ну, его тут же и повязали. И знаете, обвинение в убийстве его мгновенно протрезвило. Некоторое время он выглядел совершенно ошеломленным, словно никак не мог понять, что именно с ним произошло. А затем, когда он осознал свое положение, отказался произнести хоть одно слово. Я видел его в участке. Он действительно много пил, но странно, что при нем не оказалось ни пенни.
Если у него и были наличные, он их где-то спустил подчистую. И очень быстро. Врач рассказывал это с живым недоумением, словно сам до сих пор не мог решить, был Фостер глупцом, пьяницей или человеком, попавшим в чужую ловушку. Вы сказали инспектору о тех двух вещах, на которые я вчера просил обратить особое внимание. Да, сказал. Но, признаться, мне не показалось, что он придал им слишком большое значение. Он взглянул на обгоревшую бумагу и увидел, что один кусок, по-видимому, был чеком Восточного консолидированного банка. Но на другом обрывке он не смог различить вообще никаких знаков или следов письма. Что касается крюка, он, кажется, решил, что им могли закрепить узел с добычей, чтобы удобнее было нести. Что ж, вчера я, кажется, говорил вам, что сам сделаю одну или две небольшие справки. Кое-что прояснилось, и, кажется, теперь я могу подкинуть инспектору пару зацепок. Кстати, как его зовут, вчера мы были представлены слишком поспешно, и имя ускользнуло от меня. Траскот. В сущности, он очень неплохой человек, хотя на первый взгляд может показаться рисковатым. Отлично. Как вы думаете, я найду его сейчас в участке? Вероятно, если только он не сменился после дежурства. Этого я, признаться, точно не знаю. Но на вашем месте я бы сначала зашел в тот дом. Он гораздо ближе участка. Возможно, инспектор окажется там. А если нет, дежурный констебль наверняка скажет, где его можно найти. Хьюитт так и поступил и направился к дому, где вчера произошло убийство капитана Пулина. Ему повезло. По дороге он догнал самого инспектора Траскотта, который тоже шел в ту сторону. Доброе утро, инспектор. Кажется, у меня есть для вас некоторые сведения по вчерашнему делу. О, доброе утро. И что же это за сведения, мистер Хьюитт? Они касаются именно того дела. Хьюитт кивком указал на ряд домов, видневшийся впереди примерно в 100 ярдов. Но будет лучше, если мы размотаем эту цепочку вместе, с самого начала. Тогда все встанет на свои места. Вы ведь не вполне удовлетворены арестом Фостера, инспектор, не правда ли? Разумеется, я не должен говорить лишнего, но, пожалуй, вы правы, не вполне. Мы проследили, что он делал вчера после ухода из дома, и это, возможно, не так уж сильно помогает обвинению. Но что именно известно вам? Надеюсь, не одни догадки. Я все расскажу. Но прежде скажите, можете ли вы достать что-нибудь вроде багра? Подойдет любая длинная жердь с крюком на конце, лишь бы она была достаточно прочной. Не уверен, что багор найдется под рукой, но, может быть, в доме есть садовые грабли. Если длинная ручка с железными зубьями вам подойдут, то это, пожалуй, можно устроить. Подойдут превосходно, если ручка достаточно длинная. Давайте спросим у хозяйки. Садовые грабли нашлись почти сразу, и с ними Хьюитт и инспектор вышли из дома. Они направились по тропинке, ведущей к железнодорожной станции, той самой, которую Хьюитт вчера осматривал в одиночестве. Дойдя до места, где тропа подходила к грязной канаве, Хьюитт остановился и указал инспектору на воду. Я привел вас сюда только на основании предположения, инспектор, и вполне возможно, что мы ничего не найдем. Но если моя догадка верна, эта канава может дать нам очень серьезную помощь. Грязь здесь глубокая, а дно мягкое, увязнет на пару футов не меньше. Такое место удобно для человека, которому нужно быстро избавиться от предмета и быть уверенным, что случайный прохожий его не заметит. Инспектор посмотрел на мутную воду уже внимательнее. До этой минуты канава была просто канавой, но теперь она становилась частью преступления. Хьюитт взял грабли и глубоко погрузил их в канаву, почти до самого мягкого и листого дна. Затем он медленно потянул их вверх по склону, стараясь не упустить ничего, что могло зацепиться за железные зубья. На поверхность поднялся спутанный ком ряски, камыша и скользкой грязи, среди которого торчали 1-2 сухие палки. Вы думаете, нож могли бросить именно сюда? Место, конечно, подходящее, если нужно быстро скрыть улику. Возможно, нож. А возможно, и что-нибудь еще. Сейчас увидим, стоит только проверить канаву как следует.
Хьюитт снова опустил грабли в темную воду и на этот раз повел их еще медленнее и тщательнее. Так они продвигались вдоль канавы, шаг за шагом, прочесывая каждый участок густой грязи и водяных зарослей. Работа оказалась тяжелой. Грабли постоянно цеплялись за траву, мусор и корни, скрытые под мутной водой. Несколько раз им приходилось тянуть вдвоем, чтобы освободить железные зубья из спутанной массы кушерей и прелого мусора. Они прошли таким образом 7 или 8 ярдов от того места, где тропинка подходила к канаве. И вдруг Хьюитт остановился, не вынимая граблей, словно на дне под ними лежало нечто отличное от обычной грязи. Здесь что-то есть. По ощущению, это не похоже ни на корни, ни на палки, ни на обычный мусор. Я постараюсь зацепить это как можно крепче, а потом мы вместе будем тянуть медленно и ровно. Он слегка повернул грабли, будто подводя зубья под скрытый предмет, и затем кивнул инспектору. Они потянули вместе, осторожно и равномерно, стараясь не сорвать находку и не оставить ее снова в глубине. Сначала предмет держался крепко, словно сама липкая грязь не желала выпускать то, что давно втянула в себя. Потом он внезапно поддался, вырвался из листового захвата и уже гораздо легче поднялся к поверхности воды. Это была бесформенная грязная масса, и сначала невозможно было понять, что именно они вытащили из канавы. Им пришлось несколько раз прополоскать находку в более чистой верхней воде, отводя с нее грязь и ряску. Только после этого стало видно, что перед ними сверток из простыни или другой плотной льняной ткани. Они вытащили его на берег и развязали толстый тугой узел, стянутый наверху с явной поспешной силой. Внутри оказалась индийская шаль, тоже завязанная узлом, и эту вторую оболочку пришлось раскрывать отдельно. Когда и она была развязана, перед ними одна за другой открылись вещи. Мокрые, грязные, но вполне узнаваемые. Там лежал секстант, футляр с хронометром, золотые часы с цепочкой, горсть монет и толстое золотое кольцо. Рядом лежала маленькая модель судна из слоновой кости, причем значительная часть тонкой резьбы была сломана. Там же обнаружились жилет из тюленей кожи, дверной ключ, матросский нож и железный крюк, ввинченный в деревянную колодку. Так из грязной канавы поднялось почти все, что еще вчера казалось добычей убийцы и главным обвинением против Фостера. Боже правый, это еще что за новости. Странное место, чтобы прятать добычу, нечего сказать. Тут же все к чертям заржавело. Любой моряк понимает, что вода погубит хронометры. Боюсь, вы правы. Вещи завернуты в простыни, именно так, как вы вчера и предполагали. Но сами простыни говорят не только о том, что в них удобно было нести добычу. Обратите внимание, инспектор. Простыней 2, и это обстоятельство здесь гораздо важнее, чем кажется. Да, конечно, 2. Но пока я не вижу, на что именно это указывает. Чертовщина какая-то. Фостер должен быть круглым дураком, чтобы сбросить добычу в болото. Он ведь сам моряк и должен знать, что хронометры и секстанты не бросают в мокрую канаву. Разве только он испугался и, узнав, что убийство обнаружено, сунул вещи сюда, чтобы убрать их с глаз. Траскот нахмурился. Его прежняя уверенность еще держалась, но под ней уже проступало первое настоящее сомнение. Но вы сами сказали, что проследили его передвижение после ухода из дома. Если бы он подходил сюда, когда возле дома уже была полиция, его непременно заметили бы из окон. Нет, инспектор, вы взяли не того. Человек, который швырнул этот узел в воду, возвращаться за ним не думал. Тогда, по вашим мотивам, было вовсе не ограбление, но ведь вся комната была перевернута, а ценности исчезли. Ограбление тут при чем, но только не это, подстроенное. Нам просто пустили пыль в глаза, устроив погром уже после убийства. Пойдемте в дом, инспектор. Там мы спокойно разберем все по порядку и возьмем находки с собой. Вернувшись в дом, Хьюитт первым делом закрыл переднюю дверь, задвинул засовы и поставил на место запоры. Затем он стал открывать их обратно, но уже очень осторожно, один за другим, внимательно прислушиваясь к каждому движению.
Он придерживал дверь рукой и принимал все возможные меры, чтобы избежать лишнего шума. Однако шума все равно оказалось много, потому что запоры давно нуждались в масле, и каждый из них жалобно скрипел. Особенно громко работал замок. Когда ключ повернулся наполовину, засов выскочил назад с тяжелым отчетливым стуком. Человек, хоть раз услышавший, как эта дверь запирается или отпирается, не рискнул бы открывать ее глубокой ночью после убийства. Он непременно вспомнил бы этот скрип, этот стук и то, как легко такой звук разбудит весь дом. Будьте добры, инспектор, отнесите найденные вещи наверх в комнату капитана Пулина. А я тем временем задам миссис Беккл один вопрос, который, возможно, поможет поставить все на место. Траскот поднялся наверх с мокрыми свертками, а Хьюитт ненадолго задержался внизу у хозяйки дома. Через несколько минут он вошел в комнату капитана и сразу заговорил, словно полученный ответ подтвердил его мысль. Я только что спросил миссис Беккл, подходил ли капитан к передней двери вечером перед своей смертью. Она говорит, что он около получаса стоял у двери и курил трубку, прежде чем подняться к себе. Думаю, скоро мы поймем, что именно это означает и почему такая мелочь оказалась совсем не мелочью. Теперь давайте рассмотрим все дело заново, уже в свете того, что мне удалось выяснить. Хьюитт говорил без спешки. Чем спокойнее становился его голос, тем тревожнее казалось все, что он собирался объяснить. Да, расскажите мне это. Теперь я хочу понять, к чему именно ведут ваши выводы. Хорошо. Думаю, дело станет яснее, если я отдельно подытожу все выводы, которые сделал из общей картины. Начну с самого начала, чтобы ни одна деталь не висела отдельно и чтобы все заняло свое место. Возможно, вы и сами до этого додумались, инспектор. Так что не обессудьте, если буду говорить о вещах очевидных. Инспектор усмехнулся краем губ, но спорить не стал. Теперь он уже хотел услышать объяснение до конца. Итак, перед нами был человек, несомненно, убитый, а убийца к моменту обнаружения уже исчез из комнаты. Из этой комнаты он мог уйти только двумя путями – через дверь или через окно. Если он ушел через окно, значит, это был человек, не живший в доме. Ведь когда служанка спустилась утром, никто из жильцов, по-видимому, еще не отсутствовал. Впрочем, с ее словами следовало обращаться осторожно, учитывая ее поведение и почти открытую решимость не вредить Фостеру. На первый взгляд казалось вероятнее, что убийца ушел через дверь, потому что ключ от комнаты исчез совсем. Если бы он выбрал окно, то, вероятно, оставил бы ключ в замке. Так он помешал бы любому, кто попытался бы войти другим ключом, или хотя бы заглянуть внутрь. Но затем появляется другая деталь. Штора была поднята, и утром ее нашли именно в таком положении. С наступлением темноты ее, скорее всего, опустили бы, особенно в комнате, где человек готовится ко сну. Значит, убийца едва ли стал бы поднимать ее без причины, если только не собирался выйти именно через окно. Однако створка была закрыта и заперта, и это как будто снова мешает такому объяснению. Все так. Вот только кто сказал, что его нельзя захлопнуть снаружи? Защелка здесь очень свободная, она почти сама ходит под собственной тяжестью. Правда, именно поэтому створка не закрывается как следует, если просто небрежно хлопнуть ею снаружи или изнутри. Гляньте сюда, инспектор. Вот она, та самая мелочь, которая переворачивает все дело с ног на голову. Хьюитт поднялся и подошел к окну, чтобы показать инспектору не рассуждения на словах, а сам способ действия. Человек, стоящий снаружи, мог удерживать защелку пальцем до тех пор, пока створка почти не войдет в раму. А когда окно дошло бы до нужного положения, ему оставалось только отпустить защелку. Тогда она сама качнулась бы вниз и легла бы в предназначенный для нее паз, словно окно закрыли изнутри. Траскот сам попробовал защелку пальцем и на этот раз посмотрел на окно совсем иначе. А теперь посмотрите еще на одну деталь. Мы с вами оба осматривали подоконник снаружи. Подоконник гладкий и новый, как и сам дом, ведь здание построено сравнительно недавно. Но, вероятно, вы заметили в одном месте резкую ямку или вдавленный след. Посмотрите внимательнее.
будто по камню ударили острым стальным наконечником и оставили маленькую, но отчетливую отметину. След был совершенно свежим, потому что вокруг него еще лежала каменная пыль. Теперь ветер уже сдул эту пыль, но вчера она ясно показывала, что отметина появилась совсем недавно. Если человек спускался с этого подоконника при помощи веревки с крюком на конце, именно такой след он и оставил бы. Значит, уже тогда вероятность склонялась к тому, что убийца вышел не через дверь, а через окно. Но есть и другое обстоятельство, которое подтверждает этот вывод еще сильнее. Вы помните, когда миссис Беккл сказала, что с кровати исчезли простыни, вы решили, что их взяли для добычи. Хьюитт сделал короткую паузу, давая инспектору самому вспомнить пропавшие простыни и странный железный крюк. Да, конечно. И как мы теперь видим, так оно и было. Вещи действительно оказались завернуты в простыню. Верно. Но зачем брать сразу две простыни? Чтобы завернуть часы, хватило бы и одной. И раз уж вы упомянули сверток, зачем нужны были сразу две простыни, если внутри уже была индийская шаль? Кстати, эту шаль миссис Беккл, кажется, в суматохе не заметила или вовсе не знала, что она принадлежала Пулину. Итак, зачем столько оберток? И кроме того, зачем понадобился пропавший железный крюк? Предположение здесь довольно ясное. Сверток с ценностями уже был завязан в индийскую шаль и больше не требовал упаковки. Две простыни понадобились для другого. Их связали вместе, чтобы преступник мог спуститься из окна. А крюк был именно тем предметом, которым такую веревку можно было закрепить наверху. Его не нужно было привязывать к мебели или к раме, и он не мешал закрыть окно за собой. Когда спуск был закончен, достаточно было резко встряхнуть веревку из простыней, чтобы крюк сорвался и упал вниз. Так преступник мог забрать с собой все приспособление и не оставить следов побега. Единственным следом оставалась та маленькая отметина на подоконнике, которую легко было бы вовсе не заметить. Маленькая отметина на камне вдруг стала важнее перевернутых ящиков, сорванной цепочки и всех очевидных следов ограбления. Теперь еще одно. Никто не слышал ночью ни шума, ни борьбы. Пулин, как вы сами видели, был сильным, крепким человеком и едва ли дал бы перерезать себе горло без отчаянного сопротивления. Значит, убийца либо вошел в комнату незаметно для него, что маловероятно, потому что Пулин еще не ложился спать. И вот теперь мы подходим к самой сути дела. Из двух бумаг, сожженных в камине, вы, как я вижу, сохранили обрывки под стеклянным колпаком. На одной из них не осталось никаких следов письма, что нередко случается с некоторыми чернилами и сортами бумаги после огня. Но на другой были ясные признаки того, что перед нами остаток банковского чека. Давайте посмотрим на него еще раз, потому что именно этот обгоревший клочок говорит больше, чем вся перевернутая комната. Основная часть бумаги выгорела в темно-серый, почти черный пепел. Но печатные части чека, выполненные цветной краской, стали гораздо светлее, почти пепельно-серыми. Именно в такой цвет обычно выгорает розовая краска, которой часто печатают банковские чеки. Это легко проверить на старом чеке такого же типа. После огня розовая печать часто остается светлее самой бумаги. Черная же краска, например, та, которой напечатан номер чека, обугливается иначе и остается заметно темнее. Поэтому при хорошем зрении ее можно различить на общем темно-сером фоне сгоревшей бумаги. К сожалению, обгоревший лист сильно поврежден, и та часть, где стояла подпись, полностью отсутствует. Но крупными печатными буквами все еще видна часть самой заметной строки – название банка. Сохранились отдельные буквы в середине названия, и по ним ясно читается «Восточный консолидированный банк». Так что это точно Восточный консолидированный. Вы, инспектор, эту деталь, само собой, тоже приметили. Инспектор наклонился ближе к обгоревшему клочку. Теперь это были уже не угли, а улика, которая начинала говорить. Да, конечно, я это видел. Название банка там действительно читается достаточно ясно. К счастью, номер чека сохранился полностью и не разорван. Номер такой: серия BK, затем 63777.
Я, конечно, сразу записал его вместе со всеми прочими различимыми подробностями. Чек был выписан на имя Пулина, это тоже видно довольно ясно. Здесь сохранилась последняя часть его имени Эйбл и первые буквы фамилии Пулин. Далее, на строке, где сумма пишется словами, можно разобрать фрагменты, явно указывающие на 1000 фунтов. Сумма была круглой. Счет шел не на сотни, а на тысячи. Внизу, где сумма указана цифрами, бумага сильно повреждена, но первая цифра все же сохранилась. Это двойка. Следовательно, чек был выписан как минимум на 2000 фунтов. И есть еще одна важная подробность, которую никак нельзя обойти. Верхний край чека почти везде цел, и на нем нет признаков перечеркивания, которое ограничило бы выплату через банк. Значит, по этому чеку при осторожности можно было попытаться получить деньги, и для вора он был бы огромной добычей. Эта мысль заметно ударила по Траскотту. Если чек действительно можно было использовать, то вся версия о простом грабеже трещала по швам. Больше из этого огарка ничего не выжать, но нам и этого за глаза хватит. Теперь зададим простой вопрос. Стал бы вор, убивший ради добычи, сжигать такой чек? Чек на огромную сумму, который можно было попытаться использовать с куда большей выгодой, чем часы или кольцо. И стал бы сам Пулин, которому эти деньги должны были быть выплачены, добровольно сжигать такой документ? Я думаю, нет. Ни вор, ни сам получатель не имели бы разумной причины уничтожать этот чек. Тогда кто во всем мире был заинтересован в том, чтобы чек исчез и превратился в пепел? Ни один человек, инспектор, кроме одного единственного того, кто этот чек выписал. На несколько секунд никто не сказал ни слова. Ответ был слишком простым, и именно поэтому слишком опасным. Так. Постойте, вы клоните к тому, что тот, кто выписал чек, сам и прирезал Пулина, чтобы вернуть бумагу. Именно так. А теперь главный вопрос. Кто мог выписать Пулину чек на 2000 фунтов? Кто-нибудь из этого дома? Миссис Беккл, Фостер, мисс Уокер или служанка? Разумеется, это совершенно невероятно. Значит, и здесь наше внимание снова обращается не к жильцам дома, а к постороннему человеку. Теперь вспомните прошлое Пулина, потому что без него этот чек вообще невозможно правильно понять. В своем предпоследнем плавании он командовал эгретом, шедшим из Вальпараиса в Веллингтон, в Новую Зеландию. Но судно потерпело крушение у островов Паумоту, причем далеко в стороне от своего правильного курса. Команда была небольшой, и как вышло, все погибли, кроме самого Пулина и того самого юноши Канака. Эгрет был застрахован на крупную сумму, и в Ллойде сразу пошли весьма неприятные слухи. Говорили, будто капитан Пулин заранее точно знал, где находится, позаботился о собственном спасении и погубил судно намеренно. Предполагали, что он действовал в сговоре с владельцами, а юноша Канак спасся лишь потому, что хорошо знал эти острова. Но прямых доказательств не было, и страховщики все-таки выплатили деньги, ограничившись скрытым недовольством и тихим ворчанием. При этом, как вы помните, миссис Беккл вчера сказала нам, что после возвращения Пулин был совершенно без денег. Теперь представим, что история с намеренным крушением все-таки была правдой. И допустим, что по какой-то причине плату Пулину отложили до его следующего плавания. Стали бы люди, отправившие своих моряков на смерть в Тихом океане, колебаться перед одним убийством ради экономии 2000 фунтов? Едва ли. Для таких дельцов отправить человека на тот свет не новое преступление, а просто финал старой сделки. Хьюитт произнес это ровно, но в комнате от этих слов стало холоднее. За убийством Пулина вдруг проступила тень куда более старого преступления. После того, как я вчера расстался с вами, я навел кое-какие особые справки в Ллойде через одного своего знакомого. Этот знакомый сам является страховщиком, и потому имел возможность узнать то, что постороннему человеку сообщили бы неохотно. Я выяснил, что единственным владельцем Эгрета был некто Герберт Руф, ведший дела под вывеской Герберт Руф и компания. Фирма эта по меркам судоходного дела совсем небольшая и уже давно имеет репутацию крайне ненадежной в финансовом отношении.
В Ллойде прямо говорили, что только гибель Эгрета спасла Руфа от суда по делам о банкротстве. Теперь, по выражению моего знакомого, Руф держится буквально на волоске, с ничтожным запасом прочности. Его дела постоянно балансируют между дебетом и кредитом, и любое серьезное требование может окончательно столкнуть его вниз. Что касается слухов о преднамеренной гибели Эгрета, мой знакомый уверил меня в одном. По его словам, это почти так же несомненно, как если бы существовало прямое юридическое доказательство. И с грузом тоже было что-то нечисто, и в целом все это дело выглядело весьма мрачным. И, наконец, чтобы завершить цепь, он сообщил мне, что банк фирмы Герберта Руфа именно Восточный консолидированный. Теперь цепочка замкнулась. Даже лицо инспектора изменилось. Перед ним была уже не догадка, а направление для немедленного удара. Ну и ну. Должен признать, мистер Хьюитт, дело принимает крутой оборот. Все куда серьезнее, чем мне казалось. Подождите минуту, инспектор. Мой знакомый помог мне еще немного дальше. И именно это особенно важно. Я рассказал ему всю историю, разумеется, строго доверительно, и он согласился оказать мне небольшую услугу. По моему предложению он отправился к управляющему Восточного консолидированного банка, которого знал лично. Там он объяснил, что среди целой кипы чеков один оказался разорван, а недостающая часть уничтожена. Это было правдой во всем, кроме самой кипы чеков, маленькой выдумки, которую, надеюсь, моему знакомому можно простить. Он сказал, что чек относится к Восточному консолидированному банку и имеет номер серия BK, затем 63777. Затем он спросил, не согласится ли управляющий сообщить, кому принадлежит чековая книжка, из которой был взят этот чек. След происхождения чека, по его словам, совершенно потерян, а сведения банка сэкономили бы много хлопот. Управляющий ответил, что, конечно, наведет справку, и через несколько минут в комнату вошел служащий. Он сообщил, что чек с номером серия BK, затем 63777, взят из книжки фирмы Герберта Руфа и компании. Инспектор Траскотт резко поднялся со стула, уже не пытаясь скрывать возбуждение. Так, надо брать его тепленьким. Нельзя терять ни минуты, пока Руф не учуял лажу и не сделал ноги. Никто не знает, куда он мог уже отправиться, если почувствовал хоть малейшую опасность. Еще немного терпения, инспектор. Думаю, найти его будет не так уж трудно. Он, вероятно, считает себя в полной безопасности и именно поэтому не станет спешить с бегством. Как только мой знакомый передал мне слова управляющего банком, я сам отправился в контору Руфа. Я хотел выяснить, где он находится, и заранее приготовил предлог для беседы, если бы застал его на месте. Контора оказалась небольшой, над лавкой на Лиденхолл-стрит, что вполне соответствовало положению фирмы с такими шаткими делами. Когда я спросил мистера Руфа, клерк сообщил, что тот дома прикован к комнате с сильной простудой. По словам клерка, Руф не появлялся в конторе с вторника, то есть за 2 дня до обнаружения тела. Я сделал вид, что разочарован, и спросил, могу ли передать ему какое-нибудь сообщение. Клерк ответил, что могу, поскольку все письма пересылаются ему домой, а деловые распоряжения он ежедневно присылает из Чадуэл-Хита. Я сразу понял, что адрес сорвался у клерка случайно, прежде чем он успел подумать. В городских конторах, как вы знаете, адреса хозяев обычно не сообщают случайным посетителям. Поэтому я больше не стал расспрашивать, чтобы не насторожить его, и удовольствовался уже полученной информацией. При первой возможности я заглянул в пригородный справочник и нашел название дома мистера Руфа в Чадуэл-Хите. Дом называется Скарби Лодж. Название дома прозвучало почти буднично, но для Траскотта оно стало адресом человека, которого следовало брать без промедления. Тогда я немедленно отправляюсь туда и осторожно наведу справки о его передвижениях. А эти обгоревшие бумажки, да они теперь на вес золота. Как нам сохранить их, чтобы они не рассыпались и не потеряли ни одного признака? Думаю, стеклянного колпака пока вполне достаточно. Но подождите минуту, инспектор, прежде чем ехать к Руфу.
Давайте еще раз тщательно пересмотрим все дело и сделаем наши впечатления ясными, определенными и пригодными для действия. Я быстро изложу, что, по моему мнению, произошло между Руфом и Пулином. А вы остановите меня, если заметите в рассуждении слабое место или обстоятельство, которое не укладывается в цепь. Инспектор опустился обратно на стул. Спешка все еще жгла его изнутри, но теперь он понимал, что Хьюитт ведет дело к самому центру. Итак, картина вырисовывается следующая. Эгрет на дне, а Пулин возвращается на берег и требует долю за грязную работу. Предположим также, что сумма этой награды составляла 2000 фунтов, как указывает обгоревший чек. Он приходит к Руфу и требует деньги. Руф отвечает, что прямо сейчас заплатить никак не может. Его дела плохи, а страховая выплата за Эгрет лишь в последнюю минуту спасла его от банкротства. Но Пулин встает в позу. Он уже рискнул головой и кормиться завтраками не намерен. Руф снова говорит, что это невозможно, потому что денег у него попросту нет. Банк просто не оплатил бы чек на такую сумму, а деньги страховщиков уже ушли на поддержание фирмы. Тогда Руф прямо заявляет, что Пулину придется ждать своей платы. Пулин не может раскрыть заговор, не выдав при этом самого себя, и Руф отлично это понимает. Здесь Хьюитт на миг замолчал, будто давая всем представить этих двух людей. Один требовал свою цену, другой уже считал его опасным грузом. Поэтому он обещает расплатиться через определенное время и дает Пулину расписку в долге. Возможно, это была обычная долговая записка или какой-то документ такого же рода. Пулину приходится этим довольствоваться, потому что другого выхода у него в тот момент нет. Денег у него не остается, и он снова уходит в плавание, теперь уже на судне другого владельца. Ведь если бы Руф сразу дал ему новое место, это выглядело бы еще подозрительнее после истории с Эгретом. Пулин совершает это плавание, возвращается и снова требует свои деньги. Но Руф все так же стеснен в средствах. Он не может заплатить и не может прямо отказаться. В обоих случаях перед ним стоит разорение, либо финансовое, либо уголовное, если Пулин решит заговорить. Он понимает, что Пулин больше не станет ждать и может сам решиться на отчаянный шаг. И Руф решает сыграть на опережение. Эти слова прозвучали тихо, но в них впервые ясно обозначился настоящий убийца. Не вор, не бродяга, а человек, решивший убрать угрозу заранее. Он говорит Пулину, что тот не должен приходить к нему в контору. Им вообще нельзя показываться вместе, чтобы не вызвать подозрений у тех, кто помнит историю с Эгретом. Поэтому Руф предлагает сам прийти к Пулину поздно вечером и принести деньги. Пулин должен впустить его лично, чтобы никто в доме не увидел посетителя и не запомнил его лица. Пулин соглашается и тем самым, сам того не понимая, помогает скрыть обстоятельства собственного убийства. Он стоит у передних дверей и курит трубку, ожидая Руфа, как рассказала мне миссис Беккл. Когда Руф приходит, Пулин тихо впускает его и проводит наверх, не привлекая внимания жильцов. Руф, со своей стороны, тоже заранее подготовился к этой ночи. Он притворился больным сильной простудой, рано ушел в свою комнату и дал всем понять, что останется дома. Когда его собственный дом затих, он мог выйти, возможно, даже через окно, чтобы никто не заметил ухода. Из Чедуэлл-Хита было достаточно поздних поездов, которыми он мог добраться до Стратфорда. Когда оба оказались в комнате Пулина, Руф услышал, как внизу закрывают и запирают переднюю дверь. Он услышал все эти скрипы, тяжелые щелчки и глухие удары засовов, которые мы только что проверили. И сообразил, уходить через парадную после такого дела – чистейший риск. Инспектор невольно повернул голову к двери, словно снова услышал тот скрип и тяжелые удары засовов. Мужчины сидели и разговаривали. Пулин пил, а Руф, насколько можно судить по одному стакану на столе, не пил вовсе. Вы помните бутылку на столе и только один стакан рядом с ней. Затем Руф достает чековую книжку и выписывает чек на 2000 фунтов. Пулин, получив чек, возвращает ему долговую расписку, и Руф тут же сжигает ее в камине. Это, вероятно, тот нижний из двух обгоревших клочков, который лежит здесь вместе с чеком,
но уже не читается. Теперь даже обгоревший нечитаемый клочок занял свое место. Не бесполезные угли, а последняя тень старой расписки. И вот тогда наступает решающий миг. Возможно, Пулин выпил слишком много, возможно, он задремал в кресле. Этого мы никогда не узнаем с точностью, если только Руф сам подробно не признается. Руф оказывается у него за спиной, достаточно близко, чтобы ударить без предупреждения. В руке у него острый матросский нож, принесенный, по всей вероятности, именно для этой цели. После этих слов в комнате будто не осталось воздуха. Даже самый сухой вывод Хьюитта на мгновение стал слишком живой картиной. Один внезапный удар, и шкипер уже мертв у его ног, не успев ни защититься, ни поднять тревогу. Затем Руф забирает чек обратно и сжигает его, уничтожая документ, который связывал его с Пулиным. После этого он принимается рыться в комнате. Он боится, что здесь могут быть письма, записи или другие бумаги, способные пролить свет на дело Эгрета. Он ищет все, что могло бы связать его с погибшим судном, страховой выплатой и тайной платой Пулину. Но таких документов не находится. Вот здесь, по мысли Хьюитта, убийство уже было совершено, но преступление еще не закончилось. Руфу оставалось сделать главное – заставить всех смотреть не туда. Тогда Руф готовит отход и наспех инсценирует банальный разбой. Времени у него много, впереди вся ночь, а дом заперт и спит. Чтобы объяснить перевернутую комнату и исчезновение вещей, он забирает ценности покойного и связывает их в индийскую шаль. Затем он видит крюк, именно тот предмет, который нужен ему для спуска из окна. Простыни с кровати становятся очевидной заменой веревки. Длинной, прочной и находящейся прямо под рукой. Он забирает ключ от двери, чтобы создать впечатление, будто преступник мог быть кем-то из находившихся в доме. После этого он уходит через окно тем способом, который я уже описал. В этой версии каждая странность, наконец, получала свое место. Окно, простыни, крюк, пропавший ключ и нелепо спрятанная добыча. В 5:45 утра был поезд на Чадуэл-Хит. Этот поезд доставил бы его домой достаточно рано, чтобы он мог незаметно вернуться в свою комнату. А дальше он разумно продолжает притворяться больным еще день или два, чтобы укрепить заранее созданное алиби. Я догадался, что вынесенные вещи должны быть в той канаве, по очень простым причинам. Я осмотрел окрестности дома и увидел, что рядом почти нет другого удобного места для быстрой тайной поклажи. Кроме того, канава лежит как раз на пути к станции, то есть в том направлении, куда Руф, естественно, должен был идти. Он постарался бы избавиться от свертка при первой возможности, и причин для этого было сразу несколько. Нести такой груз неудобно, объяснить его при случайной встрече невозможно, а каждая лишняя сотня ярдов усиливала бы след. Если бы сверток нашли дальше, он точнее указывал бы направление, в котором ушел преступник. Поэтому я ожидал найти его именно там, и, как вы видели, предположение оказалось верным. Траскот уже не перебивал. Теперь он слушал не как начальник, терпящий чужую догадку, а как человек, видящий перед собой готовую дорогу. Поведение некоторых жильцов могло бы показаться подозрительным, если бы у нас не было улики, уводящей дело совсем в другую сторону. Бедняга Фостер, судя по всему, просто заложил всю свою одежду в ломбард, вещь за вещью. А кирпичи положил в ящики, чтобы скрыть это от миссис Беккл и не быть выгнанным из дома. Он задолжал ей так много, что наконец не решился даже спуститься к ее завтраку, не имея денег для оплаты. Поэтому он ушел рано, встретил приятелей, кто-то угостил его выпивкой, и домой он вернулся уже пьяным. Что касается Сары Таффс, она, скорее всего, действительно убежала от ужаса, увидев тело в этой комнате. А Фостер, вероятно, когда-то был к ней добр, и потому, узнав о подозрении против него, она отказалась говорить. Когда Хьюитт закончил, тишина в комнате стала почти тяжелой. Все, что еще утром казалось набором случайностей, теперь сложилось в одну цепь. Да, должен признать, в вашем изложении все складывается слишком стройно, чтобы считать это простой догадкой.
Далеко пойдете, мистер Хьюитт, вам бы в Скотленд-Ярде служить с такой головой. Но теперь я должен немедленно отправиться в Чадуэлл-Хит и проверить Руфа. Вы поедете со мной? Вопрос прозвучал коротко, почти резко. Траскот уже был не в настроении обсуждать, он хотел действовать. В Чадуэлл-Хите вскоре выяснилось, что в тот самый вечер, когда Эйбела Пулина видели живым в последний раз, был куплен билет. Это был обратный билет первого класса до Стратфорда, взятый незадолго до отправления поезда в 10:54. Обратная половина этого билета была сдана пассажирам, прибывшим первым утренним поездом, вскоре после 6 часов. Носильщик, принявший билет, запомнил этот случай, потому что билеты первого класса в столь ранний час встречались редко. Но самого пассажира он узнать не мог. Тот был тщательно закутан, словно защищался от холода или скрывал лицо. Думаю, этого уже достаточно для ареста без ордера, во всяком случае на первом этапе. После ареста мы сможем спокойно пройтись вокруг и собрать еще немного доказательств, не давая ему уйти. Я отправляюсь в Скарби-Лодж. Больше нельзя терять ни минуты. На одном он все же прокололся. Взял билет в первый класс. Пижонство всегда бросается в глаза. Его вполне могли запомнить или даже узнать, особенно если бы кто-нибудь обратил внимание на такую необычную поездку. Впрочем, он оказался достаточно хитер, чтобы не воспользоваться своей сезонной льготой. Вот это погубило бы его окончательно и привело бы нас к нему без всякого обходного пути. Скарби-Лодж оказался довольно притязательным домом, стоявшим на участке примерно в 3 акра, чуть больше гектара. Дорожка к парадной двери шла в густой тени, что давало удобную возможность подойти к дому без лишнего внимания. Было решено, что Траскот подождет в стороне, пока Хьюитт пошлет хозяину дома записку или устное сообщение. В сообщении Хьюитт просил принять его по неотложному деловому вопросу, не упоминая ни полиции, ни вчерашнего убийства. Затем оба должны были последовать за служанкой к комнате Руфа, не давая тому времени приготовиться или скрыть что-либо. План был исполнен точно, и когда горничная постучала в дверь спальни, она с изумлением увидела позади себя 2 мужчин. Один был спокойный незнакомец, назвавшийся посетителем по делу, а другой — полицейский инспектор с весьма решительным видом. Траскот сразу толкнул дверь и вошел внутрь, не ожидая приглашения и не позволяя задержать себя формальностями. Комната оказалась большой, светлой и дорогой, но в ее порядке чувствовалась та осторожная роскошь, которая не любит привлекать лишних глаз. В дальнем конце комнаты, возле стола с несколькими лекарственными флаконами, сидел мужчина в домашнем халате. На вид ему было около 38 лет. Он был крепко сложен, с резкими чертами лица и внимательными глазами. Когда Траскот и Хьюитт вошли, он нахмурился, но не выдал ни испуга, ни растерянности. Почти небрежным движением он взял со столика маленький флакон, будто собирался принять обычное лекарство. Это движение было слишком спокойным. Именно поэтому Хьюитт понял опасность на долю мгновения раньше остальных. «Что вам здесь нужно? Кто позволил входить в мою комнату таким образом?» Прошу простить за бесцеремонность, мистер Руф, но я полицейский офицер и исполняю служебный долг. Я обязан арестовать вас по очень серьезному обвинению в убийстве Эйбела Пулина. Стойте, сэр. Дайте мне посмотреть, что у вас в руке. Но было уже поздно. Прежде чем Траскот успел броситься к нему, Руф поднес флакон к губам. Он проглотил содержимое одним быстрым движением, покачнулся и рухнул на пол, словно пораженный выстрелом. В воздухе сразу появился слабый горьковатый запах, похожий на запах раздавленного миндаля. Хьюитт наклонился над упавшим человеком и почти сразу выпрямился, уже не нуждаясь в долгом осмотре. Мертв. Так же мертв, как Эйбел Пулин. Синильная кислота. Он заранее приготовил мгновенный выход на случай, если игра повернется против него. Хьюитт произнес это без торжества. В его голосе слышалась не победа, а усталое подтверждение того,
что последняя дверь в этом деле закрылась. Но инспектор Траскот выглядел не торжествующим, а скорее встревоженным и даже несколько подавленным случившимся. Приехали. Чертовски скверная история. Самоубийство прямо под носом у полиции. Теперь проблем не оберешься. Боюсь, мне придется долго объясняться и с начальством, и с коронером. Но вы ведь подтвердите, что я физически не успел приблизиться к нему. Да и, если на чистоту, под стражу я его взять не успел. Протокол ведь не был закончен. Инспектор говорил сердито, но эта злость была скорее защитой от потрясения. Только что человек умер у него на глазах, не оставив полиции ни допроса, ни признания. Так дело, начавшееся как убийство ради жалкой добычи, вернулось к своему настоящему источнику, старому преступлению, утопленному далеко в Тихом океане. Газеты снова написали лишь о самоубийстве, но теперь читатель знает, почему Хьюитт тогда сказал так мало и почему этого оказалось достаточно.